Всем здравствуйте, меня зовут София Бастрон, я психолог проекта Brain Build, и сегодня мы поговорим про дыхание и про то, как оно влияет на наше психическое здоровье. Да-да, вы не ослышались, дыхание. Такой простой процесс, который у нас с самого детства, когда ребенок рождается, и у него первый его собственный вдох, открываются легкие. И мы настолько привыкли к этому, что не обращаем внимания, не замечаем и не интересуемся, как правильно дышать, например. Есть ли вообще такое, как правильно дышать? Ну вот дышу и дышу, как привык, как могу. Разве это важно? С одной стороны, да, может показаться, но на самом деле от дыхания зависят все биохимические процессы внутри нашего организма. Скажите, а бывало ли у вас такое, что вы просыпаетесь уже уставшим, разбитым, нет сил, нет желания куда-то идти? При этом, допустим, ночью были просыпания, куда-то вставали, снились кошмары. У кого такое было, ставьте плюс в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких с подобной проблемой. Соберем небольшую статистику. И да, это тоже все взаимосвязано с дыханием. Когда, например, человек в депрессии, то у него дыхание очень часто поверхностное, неглубокое. То есть берет маленькими порциями. Естественно, организм, мозг не насыщается ни кислородом, ни углекислым газом. Это же воздух — это смесь газов. Есть миф о том, что нам нужен кислород, но на самом деле именно, кстати, углекислый газ является природным антидепрессантом, и он помогает расслаблять всю гладкую мускулатуру наших органов. Это то, что нужно нам, особенно когда мы спим. Это все взаимосвязано. Также во время депрессии бывает такое, что происходит непроизвольная задержка дыхания, человек даже не замечает этого. Особенно когда какое-то идет переживание, воспоминание, что-то крутится, и он так замирает, это все переживает, напрягается внутри, и может в этом состоянии находиться достаточно долго и не замечать этого. Понаблюдайте сейчас за своим дыханием. Как вы думаете, как правильно вообще дышать носом, ртом? Кто-то думает, что мужчины дышат животом, а женщины дышат грудью. Как дышите вы сейчас? Посмотрите, понаблюдайте за собой. Соберем сейчас с вами такую аналитику, и дальше уже разберем, как это нужно делать правильно и что мы можем сделать прямо сейчас для того, чтобы улучшить свое состояние, в том числе и психическое. Посмотрели, да, как дышите? Хорошо. Посмотрите, как у вас сейчас лежит язык, в каком положении он находится. Наверху, либо внизу, либо как-то по-другому. Как вы глотаете сейчас, все дружно сглотнули? Касается ли во время глотания язык передних зубов? Да, это тоже важно. Посмотрели? Хорошо. Дальше, как вы спите? В какой позе? На животе, на боку, на спине, может быть еще в какой-то позе, забившись в угол или в позе звезды. Как вы спите? Многие, особенно женщины, очень переживают за красоту своей кожи и спят только на спине. Особенно если были какие-то инъекции в лицо, особенно у кого нарощенные ресницы. Очень переживают, чтобы не было мимических морщин, чтобы не было заломов, хотя это абсолютно не связано со сном. Мы можем спать лицом в подушку, но при этом мимические морщины от мускулатуры нашей мимики, от мускулатуры лица. Заломы — это просто застой лимфы. Поэтому, когда мы просыпаемся, начинаем ходить, лимфа разгоняется, заломы уходят. В том числе и причина застоя лимфы также заключается и в нашем сне, и в нашем дыхании. В чем обычно проблема? Во-первых, на спине спать нельзя. Почему? От силы притяжения, от гравитации нашей планеты у нас элементарно открывается рот. То есть если днем мы ходим с закрытым ртом обычно, кроме моментов, когда разговариваем, едим, поем, то ночью мы не можем это контролировать. Ночью открывается рот, начинается, возможно, храп, начинается дыхание через рот, мы начинаем вдыхать
пыль, какие-то частички мелкие, в которые летают в воздухе, все бактерии. А во рту у нас слизистая. Кто знает, когда есть таблетки, которые нужно класть под язык, они моментально всасываются в кровь, ну потому что это слизистая. И она не предназначена для того, чтобы пропускать через себя воздух. Воздух должен, особенно учитывая нашу экологическую обстановку, воздух должен у нас фильтроваться, поэтому дыхание всегда должно быть через нос. Даже во время занятий спортом. Обратите на это внимание, это очень важно. Хорошая фраза, которая вот легко запоминается. Вы должны дышать через рот так же часто, как часто вы едите через нос. Ну, то есть никогда. Мы спим не на спине, да, в идеале на боку, можно на животе, но не на спине. И дышим мы только носом. Также язык у нас всегда должен быть наверху, в расслабленном состоянии. Он как бы приклеен к небу. И при глотании не должен касаться верхних зубов, потому что это влияет в том числе на прикус, на эстетику. Сейчас покажу, что касается эстетики. Вот посмотрите, я повернулась боком. Я вот себя не вижу, но вот язык у меня был внизу сейчас. Видите, вот это начинается провисание. Язык вверху. Все хорошо. И так должно быть всегда. За этим нужно понаблюдать, немножко поконтролировать этот процесс. Когда я начала говорить об этом своим релевентам, некоторые очень удивлялись, и кто пробовал, говорили, что даже поначалу немножко кружилась голова от того, что наладился процесс правильного поступления воздуха в организм. И от этого изменилось в целом выражение лица, от того, что исчезло вот это вот провисание, вот это все такое. Почему это так важно? Как это еще связано со сном? Когда рот открывается, наш организм недополучает воздуха. То есть если мы должны получать 100%, язык давит на воздухоносную трубку, и мы получаем, может, 30% от силы. Организм пытается всеми силами нас с кровати поднять. Встань, закрой рот. Поэтому начинаются позывы в туалет, ночной жор, какие-то просыпания, вставание, что-то неудобно, не получается заснуть и так далее. Потому что углекислый газ, который есть в составе воздуха, который очень также важен, не менее важен, чем кислород, является нашим природным антидепрессантом. Именно углекислый газ помогает расслаблять всю гладкую мускулатуру внутренних органов, то есть он помогает расслабиться. И когда его поступает в организм недостаточно, то происходит внутреннее сжатие, внутреннее напряжение появляется, которое также влияет на качество нашего сна. Сон может быть поверхностный. Отсюда недостаток энергии, недосыпание, хотя спите, допустим, стандартные 8 часов или даже больше. Поэтому сейчас покажу вам упражнения и подведем итоги. Если у вас вдруг появляется заложенность носа, не получается дышать носом, это для тех, кто болеет, для тех, кто заболевает, для тех, у кого аллергия, аллергические риниты. Мы делаем простое упражнение. Сейчас объясню, потом покажу. Делаем вдох через нос, выдох через нос. Дальше закрываем пальцами нос. Наклон головы назад, вперед. Еще раз назад, вперед. Убираем пальцы и делаем вдох, опять же, через нос. Не без этого. Теперь покажу, как без разговора. Все, это упражнение сделали, заложенность носа у вас проходит, уходит. Все. Подведем итоги. Итак, спим мы на боку,
либо на животе. На спине мы больше никогда не спим. Тело должно быть в горизонтальном положении во сне. Вот вопросы про подушки там и так далее. Просто в горизонтальном, чтобы у вас язык не западал, чтобы это не было полусидячее какое-то положение. Просто ровный позвоночник. Дальше. Дышим всегда только через нос. Вдох через нос, выдох через нос. Дышим преимущественно животом. Проверьте, чтобы живот был расслаблен, чтобы не было напряжения в области мускулатуры живота. Упражнение на заложенность носа, от заложенности носа. Берите на заметку, пробуйте. Язык у нас всегда вверху, рот всегда закрыт. С вами была София Построн с пожеланием счастья. Пишите, какие у вас получились результаты теста и что у вас получилось после применения вот этих знаний на практике. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я желаю вам счастья.